Всем привет! Сегодня говорим о Honda CRF 450R 2021 года и 2020. На всякий случай уточню, что это модель для мотокросса, и с этой моделью Honda придерживается 4-летнего цикла производства, то есть внутри 4 лет мотоцикл претерпевает лишь небольшие изменения. Соответственно, вот эта модель была с 17 по 20 год. И вот, несмотря на пандемию, на дефицит запчастей, на проблемы с логистикой, Honda все-таки выпускает в 2021 году полностью новую модель. Модель очень интересная и вызывает большой ажиотаж у любителей мотокросса. Скажу, что официальное промо-видео Honda за неделю набрало 1 миллион просмотров, а на сегодняшний день у него порядка 3 миллионов просмотров. Все это не просто так, мотоцикл действительно интересный, инновационный, и сейчас мы подробно об этом расскажем. Нет смысла говорить, что именно изменилось в этом мотоцикле, потому что мотоцикл поменялся полностью. Как вы видите, полностью новый дизайн. На мой взгляд, мотоцикл выглядит более поджаро, выглядит более легким, но на самом деле он и является более легким. Единственное, что на этих двух мотоциклах внешне очень похоже, это моторы. Мотор стал мощнее и при этом дружелюбнее. Система впрыска немного изменена. Основное изменение – это угол впрыска топлива. Полностью новая выпускная система, начиная от выпускного окна, которое теперь находится по центру мотора, и за счет этого трубу удалось прижать. Далее идет расширительный бачок для улучшения характеристик мотора. И на конце одна труба вместо двух. Как видите, на старой модели труба очень сильно торчит в бок. Это на самом деле довольно серьезная проблема, потому что труба страдает даже при небольших падениях. Мечта любого хондовода была иметь гидравлическое сцепление, и вот наконец-то оно установлено в стоке. Очень мягкое, крутое сцепление. Вот минус тросика не только в том, что он туже, но и трос постоянно высыхает, загибается. Вот он уже скрипит, хотя мотоцикл не такой старый. Из-за появления рабочего цилиндра сцепления маслозаливную горловину пришлось перенести на правую сторону, а так как здесь корзина сцепления и щупом уровень масла не получится замерить, сделали смотровое окошко. Офигенно удобно стало смотреть уровень масла, но теперь не получится быстро поменять масло шприцом. Еще в моторе изменили декомпрессор и, что более существенно, усилили сцепление. Теперь в пакете дисков на 1 диск больше. Мне очень нравится в Honda то, что из мотора не торчат никакие шланги. Система вентиляции картеров здесь замкнутая. Особенно это будет круто для эндуристов, предпочитающих модель RX. У вас не будет проблем с преодолением бродов. Вот шланг идет из головки цилиндров и втыкается в фильтр-бокс. Даже старая защита крышки генератора подходит. Единственное, здесь есть отливка под маслозаливную горловину, но она никому не мешает. Кстати, защита крышки сцепления тоже подходит от 2020 года. Считайте это бесплатным лайфхаком, потому что тюнинг и запчасти на новые мотоциклы обычно появляются с задержкой. Теперь вы уже знаете, какую защиту можно поставить. Интересно то, что деталей пластика теперь стало меньше. Нету вот этой центральной части на фильтр-боксе. Раньше было 3 детали. Это боковой пластик бака, номерная табличка, пластик фильтр-бокса. Теперь этой детали нет. Титановый бак наконец-то открытый, без пластиковой накладки, как на 2020 году. Ну и я надеюсь, что комплект пластика теперь будет стоить дешевле. По задней части мотоцикл стал уже сантиметров на 7. Прежде всего за счет отсутствия второй трубы. На 2021 году установлен аналогичный толстый руль. И также сохранена возможность переставлять стойки руля в 2 разных положения. Все шланги и тросы теперь собраны в одно место, что по замыслу производителя уменьшает сопротивление при повороте руля. На старой модели все тросики проходят спереди. И, кстати, бывали случаи, что тросиками затирался номер рамы. По электронным системам мотоциклы аналогичные, и там можно выбрать режим мотора, Traction Control и Launch Control. Пульт получился большой, массивный, и, на мой взгляд, это минус, потому что его легко будет повредить. Как видите, на старой модели было 2 маленьких пульта. По умолчанию они стоят вот здесь слева, но они постоянно страдают при падении. Поэтому я их перенес в центр, а сюда вынес вот эту дешевую кнопку за 150 рублей.
Видите, вот тут она отколота. Соответственно, если бы здесь стоял пульт, он бы уже был разломан напополам. Я обратил внимание, что кнопка стартера изменена. Это явно защита от ложного срабатывания и от выламывания кнопки коленом. Ну, видишь, да, как она торчит? И, соответственно, чуть-чуть коленом ее задеваешь, ее вот так выворачивает. Сиденье теперь прикручено болтами спереди, но его нет необходимости снимать, потому что фильтр теперь обслуживается через боковую крышку, как на КТМ. Для доступа к фильтру нужно открутить один болт и сдвинуть крышку в бок. На первый взгляд доступ к фильтру очень хороший, потому что, например, на новых Kawasaki фильтр также обслуживается сбоку, но коробка очень тесная и обслуживать его там неудобно. Кстати, обратите внимание, вот отсюда периодически надо сливать всякий шлак. На старом мотоцикле эта штука была вот здесь. Обратите внимание, что аккумулятор перенесли вот сюда, теперь он не мешает обслуживать фильтр, но непонятно, как поведет себя вся эта электрика, например, если на модели RX вы переезжаете через брод. Вот на старом мотоцикле, чтобы обслужить фильтр, мне каждый раз приходилось снимать аккумулятор вместе с его корпусом. Клиренс мотоцикла увеличен на 8 мм. Амортизатор полностью переработан, регулировки перенесены на правую сторону, пружина сильно облегчена. Раньше регулировки были слева, вот тут сверху и вот там вот снизу. Ход передней вилки увеличен на 5 мм. На старом мотоцикле жалюзи радиатора были очень открытыми и их совсем мало. Поэтому радиатор постоянно забивался грязью и страдал от камней. А на новом мотоцикле их больше. Подножки здесь не родные, это новый владелец уже поставил тюнинг. Кстати, подножки на 2021 году точно такие же, как на 2020. Классно, что цепь в стоке теперь идет золотая с антикоррозийным покрытием. А весит он в полностью снаряженном состоянии с полным баком бензина в районе 110 кг. Многие сравнивают новую Honda с КТМ. И действительно, внешне и технически мотоцикл приблизился к КТМ. Действительно, он вобрал в себе плюсы КТМ, но при этом и сохранил плюсы японского мотоцикла, а именно практичность и надежность. Например, вилка здесь по-прежнему пружинная, очень практичная. Натяжитель цепи в моторе механический, надежный, крепкий подрамник, ну и так во всем. В общем, я за японские мотоциклы. На мой взгляд, получился отличный, крутой мотик. Буду мечтать о таком. Благодарим мотошколу, мотомастерство за предоставленный мотоцикл, а также лично Алексея Ярыгина, мастера спорта и отличного инструктора. Ну, как мы знаем, ничего идеального не бывает. Небольшие минусы есть и у этого мотоцикла. На Honda с 2017 года амортизатор опущен вниз под впускной тракт. Из-за этого амортизатор набирает грязь. И вот эти отверстия для сброса грязи, они очень маленькие и закрыты резиновыми демпферами. Поэтому при переборке амортизатора нужно их обязательно растачивать. Вот как видите, на своем мотоцикле я еще амортизатор ни разу не перебирал, еще не расточил. Но на предыдущем мотоцикле я это делал. Вот этот болт на слайдере зализывается цепью часов за 20, так что замена слайдера потом превращается в головную боль. Поэтому я сразу рекомендую вам поменять его на болт под головку. На новом мотоцикле подрамник заканчивается примерно вот на этом уровне. Поэтому как быстро вы оторвете крыло, переставляя за него мотоцикл, непонятно. А главное, куда крепить стропу, тоже непонятно. Расстояние между звездой и картером очень маленькое, и поэтому не все сальниковые цепи помещаются. К сожалению, этот минус не исправили. Вот на моем мотоцикле стоит сальниковая цепь, которую я специально подбирал, и видно, что цепь практически впритык. Ну что, друзья, отличный получился мотоцикл. Не зря вокруг него такой серьезный ажиотаж. Но я пока поезжу на 2020 году, потому что на него можно купить любые запчасти и тюнинг, например, у парней из Tantex. С вами был Геннадий Зырин, и увидимся на трассах. 3 года назад я приобрел графику у российского производителя MX Graphics. За это время она пережила 3 разных мотоцикла и порядка 300 моточасов суровой эксплуатации. Вот был и контакт с колесами, и в нее летели и камни, и грязь, и сухой тряпкой я ее тер, и мороз. В общем, она до сих пор жива, и поэтому сейчас на свой новый мотоцикл я, не думая, заказал графику у них же. Всем рекомендую этого производителя, ссылка в описании.